Вдохни в орхидею жизнь. Это не просто красивые слова, это реальный и разработанный мною метод, имеющий под собой научную основу. Что будет с орхидеей, у которой гниет ствол, совершенно нет корней и тургора листьев, листья как тряпочки, если в нее вдохнуть жизнь? Я уверена, вы точно попробуете этот метод. Вы до сих пор слушаете тех, кто рассказывает вам, что в природных условиях орхидеи растут листьями вниз, а корнями вверх? Тогда обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете результаты научного эксперимента. До сих пор полагаете, что орхидеи боятся воды, как огня, или что вода каким-то образом может вредить орхидее? Тогда я помогу вам разобраться и развеять в своей голове этот миф. Побочный эффект широкой популярности в узких орхидейных кругах. Как орхидея может пролезть в почтовый ящик? В каком состоянии она должна при этом быть? Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. И привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Ну а теперь к этим и ко многим-многим другим событиям видео, как всегда, подробно и обо всем по порядку. Побочным эффектом широкой популярности в узких орхидейных кругах стали орхидеи в замученном жизнью состоянии в моем почтовом ящике. Как можно пропихнуть орхидею в такую узкую щель? Наверняка зададитесь вы вопросом. Тем же самым вопросом задавалась я чуть более 9 месяцев назад. Находить орхидеи в жутко удручающем состоянии я начала зимой прошлого 2023 года. Не знаю, сколько первая орхидея пролежала в почтовом ящике, дожидаясь меня. В дальнейшем я стала заглядывать в ящик регулярно, чтобы не пропустить следующую находку. Если вы не смотрели первое видео об орхидее из почтового ящика, которую я восстанавливала с помощью своего секретного метода 12-12, обязательно сделайте это. Ссылку на видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Останавливаться подробно на этом методе в этом видео я не буду, напомню лишь его суть. Все, что осталось от орхидеи, в данном случае это кусочек ствола и 2 листа без тургора, замачиваются и просушиваются через определенное, четко регламентированное количество часов. Интервалы могут быть совершенно разными: 4 через 4, 6 через 6, 8 через 8 и 12 через 12. В классическом варианте на 12 дневных часов орхидея помещается в воду, а на 12 ночных часов из нее вынимается и просушивается. В особо тяжелых и запущенных случаях вместо воды могут быть использованы природные настои с антибактериальными, противовоспалительными, противопаразитарными и противогрибковыми свойствами. В данном случае я использовала настой листьев толстянки, крассулы, денежного дерева или растения хирурга. Для приготовления настоя я использую 2 крупных листа толстянки на 1 стакан воды. Температура воды для приготовления настоя 90 градусов Цельсия. Настаиваю 12 часов и после процеживания использую для метода 12-12. Вот так нефизиологично в дневное время в настое толстянки проводила орхидея первый месяц своего восстановления. Внимание! Этот способ подходит исключительно для тех орхидей, у которых на листьях нет никаких повреждений. Замачивания орхидеи в настое толстянки чередовались с просушками и с замачиваниями в чистой кипяченой воде. Черный и гниющий ствол орхидеи каждый день обрабатывался чистым соком толстянки. Прошел месяц, затем 1,5, 2
И никаких, абсолютно никаких сдвигов к лучшему у орхидеи не происходило. Чудеса в виде двух маленьких деток, одна на стволе, а другая из центра розетки, начали происходить после применения мною метода «Вдохни в орхидею жизнь». Признаюсь, на такие результаты даже я не рассчитывала. Разрабатывая метод, я основывалась на физиологии орхидей. Чистая наука. Для использования метода вам понадобится герметично закрывающаяся емкость. Когда будете использовать этот метод, постарайтесь быть в помещении в одиночестве. В противном случае вам наверняка придется объяснять окружающим, что вы делаете. А делать мы будем ни много ни мало, а вдыхать в орхидею жизнь. Открываем крышку емкости, набираем полные легкие воздуха и выдыхаем углекислый газ в емкость с орхидеей. Прямо вот так. Емкость наполнится жизненно необходимым строительным материалом для роста и развития ослабленной орхидеи – углекислым газом. Если вы не сильны в биологии, химии или биохимии, просто доверьтесь. Поверьте, это значительным образом облегчит путь восстановления вашей орхидеи. Во время применения метода орхидея может быть без воды, в воде, а также в настое. Важно! Сразу после того, как вы заполнили емкость углекислым газом из своих легких, моментально закрыть емкость крышкой. Как часто можно это делать? Так часто, как у вас хватит свободного времени и желания, хоть каждые 5 минут. Я вдохнула в орхидею жизнь в прямом смысле этого слова, и сейчас поделюсь с вами результатами. Дыхание жизни. Иначе этого не назвать. После того, как я стала вдыхать в орхидею жизнь, начали происходить совершенно нереальные события. В течение первой недели использования метода у орхидеи появилось сразу 2 детки. Одна из ствола, а вторая из центра розетки. И обе детки начали одновременно, буквально на глазах, развиваться. Одновременно с этим на стволе орхидеи прекратились все гнилостные процессы, и ствол подсох. И в довершении ко всему у орхидеи стало так много строительного материала, что у вновь появившихся деток появились собственные корни. Ну и дела, всякий раз удивлялась я собственному озарению. Когда я увидела на стволе орхидею 3-ю пробудившуюся меристему, я поняла, что дышать на орхидею нужно реже. Стоит упомянуть, что к началу использования метода «Вдохни в орхидею жизнь» я прекратила использовать любые другие природные методы восстановления орхидеи. Дабы не перегружать орхидею без корней и без тургора листьев, 3-ю меристему я намеренно повредила. Таким образом, у орхидеи, состоявшей из 2 листьев без тургора и ствола без корней, появилось 2 детки, одна из которых росла вниз, а другая вверх. Сейчас я показываю вам место проблемы. Именно в этом месте в стволе орхидеи произошел сосудистый спазм или грибковая пробка. Ожидать каких-либо жизненных процессов ниже этого места не имело никакого смысла. Но как посадить орхидею в субстрат, растущую в 2 противоположных направлениях? Разумеется, эту орхидею можно было оставить для дальнейшего роста в открытой системе посадки, и об этом тоже есть отдельное видео на канале, которое называется «Природный антипатоген». Но я решила порадовать и себя, и, надеюсь, вас более экзотичным
физиологичным и просто красивым способом посадки. Этот способ посадки одновременно позволит мне развенчать еще один миф, прочно засевший в головах людей. Орхидеи в природных условиях растут вниз листьями, а корнями вверх. Так ли это? На ваших экранах две молодые орхидеи, растущие на одном материнском растении и имеющие единый генетический код. Они развиваются в двух разных направлениях. Одна из них растет вверх, а другая вниз. Ответьте себе и мне на вопрос, за счет чего они растут, если у орхидеи нет корней? Почему вам постоянно навязывают мысль о необходимости разного рода удобрений для роста орхидей? Дескать, без них орхидеи расти не будут. Вы способны поверить своим собственным глазам? Посмотрите, как у орхидеи без корней развиваются две прекрасные детки. За счет чего они так успешно развиваются? За счет энергии света, воды, воздуха и метода вдохнуть в орхидею жизнь. Когда я спрашиваю у людей, в свое время прогулявших весь курс ботаники, почему в домашних условиях орхидеи не растут вниз листьями, а корнями вверх, мне возражают, дескать, в домашних условиях орхидеи растут в горшках, а в природе на стволах деревьев. Давайте посадим этих двух малышек на кусок коры и посмотрим, куда и как они будут расти. Меня давно просят сделать видео о посадке орхидей на блок, а я понимаю, что эта тема интересна немногим. И если она интересна вам, обязательно напишите об этом в комментариях. В каждом процессе есть свои нюансы, начиная от кислотности коры дерева и заканчивая ее влагоемкостью. Эти тонкости я затрагивала в отдельном видео о субстратах, которые применяются для посадки орхидей. В данном случае я буду использовать кусок коры хвойных пород деревьев с хорошей влагоемкостью, которую заранее проверила. Чем более влагоемким будет используемый вами кусок коры, тем лучше. Зима этого года во Владивостоке была абсолютно бесснежной, и она еще раз показала мне, что содержать орхидеи в открытой системе посадки и на блоках в сухом климате очень энергозатратно. Но если вы живете в климате, где всегда повышенная влажность, если влажность воздуха у вас всегда выше 50%, эти посадки однозначно для вас. В середине декабря прошлого года я начала примерять малышек к этому блоку и присматриваться, как их посадить. К этому времени дыхание жизни для малышек я уже применять перестала, поскольку они не находились в герметичной емкости. Недостаток питательных веществ орхидея восполнила из вызревшей ткани своего зеленого листа, забрав питательные вещества оттуда. Лист пожелтел, высох и отварился, и на момент посадки орхидеи на блок у нее остался всего лишь один лист из прежней жизни. Что будет дальше? Где я возьму мох посреди зимы? Вам все еще интересно? Вы все еще смотрите это видео? Тогда поставьте пальчик вверх под ним, если вы до сих пор этого не сделали. Это невероятно важно для канала и для продвижения видео. Как и какой мох я использую для своих орхидей, я неоднократно показывала вам в других видео. Снимаю мох с тонким слоем земли, которую в дальнейшем стараюсь вымыть под проточной водой. Этот мох в дальнейшем растет на поверхности субстрата всех моих орхидей, ну или почти всех. Названий листостеблевых мхов так много, что идентифицировать, какой конкретно этот мох, практически невозможно.
Этот мох можно сохранить для зимнего использования, высушив его, а затем предварительно оживив. Но у меня времени ждать не было, и я взяла такой мох из горшков других орхидей. Если у вас дома очень сухо, а содержать блок с растущей орхидеей очень хочется, между мхом и корой можно сделать прослойку из любого влагоемкого субстрата, будь то триферн или неживой мох. Для фиксации мха и орхидеи к блоку я использовала прозрачную леску. В первые дни все это выглядело не очень эстетично, мха не хватило, и кора не была полностью им покрыта. Достаточного количества корней у малышек тоже на тот момент не было, и я волновалась за последний оставшийся вызревший лист, как бы он не отвалился тоже. Чтобы помочь, я разместила блок поближе к источнику света, поближе к лампе искусственного освещения. Мощность светильника 36 Вт, цветовая температура 6500 кельвинов. Расстояние от блока до светильника не больше 20 сантиметров. Температура в помещении от 20 до 25 градусов Цельсия. Как я поливаю орхидеи на блоке, особенно в первое время. Для этого я снова использую метод 12-12, только наоборот. На 12 ночных часов я погружаю блок в емкость с водой, а на 12 дневных часов из емкости вынимаю. Обращаю ваше внимание, что в зимний период при центральном отоплении атмосферная влажность воздуха в моей квартире невероятно низкая, от 20 до 30% максимум. Если у вас в квартире влажность воздуха более высокая, таких длительных замачиваний блока в воде не потребуется. Поскольку на дно емкости с водой блок с орхидеей не опускался, а плавал по поверхности, я увлажняла орхидею вместе с мхом каждый день из пульверизатора или купала под душем. Я не устану вам говорить, что орхидеи не боятся воды. Орхидеям нужна вода. Вода для орхидей – основной строительный материал. Без воды правильно развиваться орхидеи не будут. Создав для орхидеи правильные условия, вы можете купать орхидеи под душем хоть каждый день и замачивать их под водой. Ничего с орхидеями не будет. Какие это условия? До сих пор новички не могут понять, что у них в квартирах для орхидей темно. Просто поверьте мне на слово и просто купите самый простой бытовой линейный светильник в самом простом сетевом магазине. Не экономьте, сейчас эти светильники стоят сущие копейки. Мощность светильника берите от 40 Вт и выше, цветовая температура 6500 кельвинов. Как только солнце переходит на другую сторону, как только оно перестает проникать на ваш подоконник или если день выдался пасмурным или дождливым, включайте этот светильник на 14 часов минимум. Вы убедитесь сами и скажете мне спасибо. Вы наглядно убедитесь, какие чудеса начнут происходить с вашими орхидеями. Под таким светильником будут невероятно быстро расти не только малыши орхидей, но и мох, который в кратчайшие сроки зарастит блок зеленой пушистой подушкой. И вы посмотрите, как нравится эта посадка и этот мох корням орхидей. Наблюдать за мхом и за орхидеями на этом мхе невероятно приятно в самое темное и самое холодное время года – зимой. А вы уже увидели? Вы уже успели рассмотреть, что растет у малышек, кроме листьев и корней?
Посмотрите, если заняты чем-то еще. У малышек растут цветоносы. Кто сказал, что орхидеи боятся воды? Каждый божий день эти малышки омываются водой или из-под душа, или из пульверизатора. Мох растет туда, где его и в помине не было. А теперь внимательно посмотрите, в каком направлении растет малышка, которая изначально росла вниз листьями. Она развернулась к солнцу и теперь растет вверх. И да, у нее тоже есть цветонос, хоть и меньше, чем у ее более удачливой сестренки, которая изначально росла вверх. Этой малышке не пришлось разворачиваться к свету, она не тратила на это дополнительные силы, и у нее сил хватило сразу на 2 цветоноса. Скажете, чудеса? Ведьмовство? Нет, научный подход и четкое понимание физиологии орхидей. Когда вам говорят, что природные методы выращивания орхидей – это прошлый век, ответьте, что бездумное использование химии – это прошлый век. Ставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких – это прошлый век. Загрязнять свою квартиру, дом и всю нашу планету продуктами полураспада химических соединений – это настоящая беда и прошлый век. А лечить убиенные орхидеи, в том числе после использования мощнейшей химии, и выращивать из них вот такую природную красоту – это этот век и век будущего. Мы не калечим орхидеи, мы лечим их, используя природные и экологически чистые методы. Запомните сами и поделитесь этим видео с другими. Орхидеи в природе не растут листьями вниз, а корнями вверх. Орхидеи – высшие растения и подвластны всем научным законам, в том числе и закону фототропизма. Они всегда растут по направлению к источнику света. За 3,5 месяца после посадки орхидеи на блок обе малышки растут в одном направлении – в направлении вверх. И если кто-то когда-то вам скажет обратное, сразу давайте ссылку на это видео, и спор будет исчерпан. Интересно посмотреть, каким будет первый цветок этой малышки? Хотите это увидеть? Та-дам! Вот такие чудеса! Малышка Чиа Е Янлин собственной персоной. Увидев первый распустившийся цветок и удостоверившись в сорте, я удалила все маленькие бутоны и окончания цветоносов, чтобы малышки не тратили слишком много сил на цветение в очень сухих условиях квартиры. Факт цветения исполнен, гормон цветения реализован, и это главное. Если вы хотите знать, что будет дальше, и если вы тоже хотите выращивать орхидеи без вреда для своего здоровья и здоровья ваших близких, присоединяйтесь к нам. А если у вас остались вопросы, задавайте их в нашем телеграм-канале, который так и называется «Классика орхидейного жанра». Ссылку на канал в Телеграм я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного. Признаюсь, мне очень интересно знать, сколько тысяч человек сейчас попробуют метод вдохнуть в орхидею жизнь.